Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 10-я серия второго сезона «Семья шпиона». Сполна насладись курортом. Ох, я бы тоже хотел бы на такой курортик. Вы посмотрите только, а. Я тоже туда хочу. Я музыку вырезал, чтоб поделать, иначе забанят. Но ничего страшного, напиваем. О, Титаник идет, тут, чтобы не сглазить. Ух, ю. Я еще раз повторяю. Ладно, потом скажу. Ва! И супер приземление. Не скачи, расшибешься. Коленком после этого кранты. Как Дэдпул говорил. Ага, следят? Здорово, конечно, что СГБшники в полном составе высматривают террориста. Ну да. Но меня от их взглядов в дрожь бросает. Ну да, рефлекс. Папа, нормальный папа на твоем месте прыгал бы, скакал и радовался со своей любимой доченькой. Давай-ка от души повеселимся на курорте. Папа простак. О. Женушка, убийца, киллер. Ты получила послание? Да, поэтому взяла на сегодня отгул. Мне кажется, или у тебя лицо опухло? Что, заметил? Что-то случилось? Как бы Аллергия. я пыталась успокоить пару, которую мы сопровождали, и попала под горячую руку. Чё? Вот оно что. Значит, инвестировать? Да, к сожалению, не станут. Но ничего, мы сделали все, что могли. Да и супруги остались довольны поездкой. Ну здорово. Мне Да жаловаться не на что. Ну, понятно. Сможешь сегодня с нами поиграть? Да, давай-ка Ой. хорошенько погуляем. Вперед и с песней! Конечно. А где третья рука? Где папаша? О. Похоже, напоминает что-то вроде... Не знаю, это Италия. Вот напоминает Италию. Да, такие кафешечки маленькие. Итальянские. Это озеро Комо. Греция. Не знаю. Испания. Ну, все эти прибрежные страны, которые рядом рядом с морем, которые. О, на обезьянке не может. И снова песенка какая-то, которая... Та-та-та-та-та-та-та-ти-та-ра-на. Что за песня? Кто знает, напишите. Если вам нравится, будьте добры. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Я фальшивлю бешено. Та-та-та. Кстати, всегда хотел научиться на лошади кататься. Я не умею. Та-та. Эй, посмотрите, на бедную девочку, а. Если вспомнить, вообще кто-нибудь помнит, что она из приюта, а? Она из приюта, вообще-то. Ничего себе! Уважуха! Это как он умудрился? Они прямо как наш Бог! Нет. Такое тихое и приятное место. И не говори. Да. Правда, на корабле не все радужно. Да. Это верно. Ну, посмотрите на нее, а. Она это считает результатом своей Вот бы так было работы. всегда. Мирно, спокойно и без всяких страстей. Вот. Он также думает, интересно. Именно ради этого я и впредь. Буду убивать. Мама! И мучить людей. Хочу в море залезть и рыбок под водой посмотреть. Что? Но тогда купальник придется надевать. Что же делать? Я никак не смогу объяснить рану на груди. А вдруг меня акулка скусает? Лучше обойдусь. Молодец. Акула? Но ведь... как удачно у них закрытые купальники. Угу. Давай поплаваем, Аня. И акулок не бойся. Они тут не водятся. А если водятся, я им тайком намну бока.
О, да. Она им челюсти повыдирает. У них, конечно, отрастут. Ох! И снова повторяю, великолепная рисовка. Вы посмотрите только, а. Не знаю, кто там море у них там рисовал, но с морем они там реально круто. Вот. Какие красивые рыбки! Да, очень вкусные на вид. А он молчит. Он ничего не понимает. Ну так пойдем. Смотри, какая чудесная волна, Аня. Лови волну. Сейчас легонько подтолкну. Легонько. Из-за того, что после работы силу сдержать не смогла. Легонько. Обожаю мультик «Лови волну», кстати. А Ллойд молодец. Ты не расшиблась, Анечка. Хочу еще хочу! Было страшно весело! Не советую. Прости, пожалуйста, прости меня. От души наигрались! Это да. Ты не говори, Аня. Уже скоро отплытие. Пора бы нам на лайнер. Да, пожалуй. А, Ой. Я же так и не успела поспать после вчерашнего боя. ой, она вырубилась. Давай на ручки. Что такое? Йор! Папа, мне тоже спать захотелось. Молодец. Устала очень. Что? Как он вас обоих будет тащить-то? Да. Да. Ну, как-то так. Что смеетесь? Ладно, еще Аня, но и Йор уснула. Ну, видимо, совсем замоталась на работе. Ну да. И все равно пошла на поводу у Ани и весь день гуляла. М. Хм. Ломается защита потихоньку Великого Сумрака. Ты точно заслужила отдых. Да, да, не, да, не. О. Та-да-дам. Та-та-та-та-та-та-там. Та-та-там. Ой, как-то, знаете, спокойно на душе как стало. Аж приятно. Аж успокаиваюсь. Мама. Ой. Аж прямо выдохнул на самом деле. Ой. Ой. Ловлю кайф. Вы гляньте только на этот кадр, а. Глаза радуются. И мы дома. Привет, Бонд. Мистер Барбос Бонд. Ты мне должен деньги. Ты мне должен деньги. С возвращением, как говорится. Ну, подвели конец. По поводу бомбы на Лорелее. Так. Официально об этом не сообщали. Но во время круиза пропало много людей. И все они плыли по подложным документам. Ну да, я заметил несколько подозрительных человек. Надо бы выяснить, кто это был, а то вдруг хотели развязать войну. СГБ подозревает, что это агенты некой третьей страны. Мгм. Впрочем, на кону стоит их честь, а потому это дело никогда не всплывет. Но ты не расслабляйся. Нам следует выяснить, не затаились ли здесь в восстании неизвестные радикалы. Мгм. Это напрямую связано с неясытью. Не подведи. Так точно. И? Если забыть о дурацкой бомбе, Так. как прошел твой недолгий отпуск? Ане хоть понравилось? Это да. Лично я замучился. Было сложнее, чем на задании. Сколько знаю тебя, все не пойму, умный ты или дурачок, Сумрак. Главное, он приносит результат. Но эти снова отрубились. О, нарисовала. Хвастовство!
Следующая миссия. Пам-пам-пам-пам. Доброе утро. Пам-пам-пам. Надо же, Пам-пам. Йор, ты уже вернулась. Блин, я, между прочим, еще злюсь. Мне, может, тоже хочется в круиз. О, я вообще забыл. Надеюсь, сувенирчиков нам принесла? Опять за свое. Она там работала. Конечно. Я нашла для вас замечательный подарок. Взяла на всех. Что там? Что это вообще такое? Миленький брелок со скелетом. Классный Вот подарок. это да, приплыли. Он мне и даром не нужен. Скажи Честное спасибо. слово, что у тебя со вкусом. Кто вообще такое коллегам дарит? Где вино? Или конфеты какие? Обычно что-нибудь съедобное покупают. Ой, я как-то не подумала. Папа отказался мне скелетика купить. Мама, купи ты. Но я же предлагал его купить. Какой он крутой, Анечка. Пожалуй, привезу девочкам как сувенир. Что же теперь делать? Для Юрия подарок Ллойд выбирал, и он как раз взял сладкое. Может, отдать его девочкам, но там на всех точно не хватит. Впрочем, чего еще я от тебя ждала? Да ну, бутылка вина бы точно была лучше. Ой, ну вы... О, покурила даже. Отдам-ка я его ребенку. Молодец! Прыгаем, скачем, О. трам-пам-пам, ля-ля-ля, ля-ля-ля. А ты чего такой довольный, Юрий? Ля-ля-ля-ля. С сестрой, наверное, связано. Поражаюсь, как вы сразу поняли, что дело в ней. Да-да. Мысли, что ли, читаете? Кто ж меня знает? Может, потому что у тебя... Сестричка моя из командировки вернулась. Ну вот почему. Сегодня после работы в гости к ней заскочу. Ах, как давно я тебя не видел, сестричка, сестренка! Правда, раз сестра наконец вернулась, значит и он. Вот. Да. Любовь. Да. И да. Да, Думаю, да. сойдет. Честно говоря, надоело уже каждый раз к приезду Юрия готовиться. Опять же, пусть он и родственник Йор, но работает в СГБ. О, да. Хватит одной малейшей ошибки, и полетит все прикрытие. О, положу-ка я подушки поближе, чтобы смотрелось убедительнее. Молодец. Заодно и новых семейных фотокарточек добавлю. Ну и на всякий случай достану парную пижаму. Школа, школа, школа. Я по Дэмиану соскучился. Я очень хочу посмотреть на него. На их взаимоотношения между... Рассказывайте, куда ездили на каникулах? О, Я в музей ходила картины Пикассо смотреть. А я на концерт в Государственный оперный театр. в этой вселенной есть Пикассо? Не Пикассо, а Пикассо. Кажется. А я спасла страну от очередной войны. Да. Интересно, она разболтает? Доброго тебе утра, Анечка. Добрейшего времени. Ой, а ты чего загорелая? Ездила куда? Все-таки решила спросить, юная леди. Ой-ой-ой. О, сверху. Боюсь, рассказ мой затянется, но Это в те да. прекрасные дни я бороздила море. Стояла на пороге своего величайшего приключения. Кого она из себя изображает? Трепещи, ведь я была на борту роскошного лайнера. Что? Плавала на лайнере? Аня, ты будто телезвезда. Слышь, а ты не врешь? Правда плавала на легендарном судне? Ну что, слышал? Больше не смей Аню задирать. Прости, я был неправ, мисс Аня. У форджеров есть право прийти ко мне в гости. А, Умоляю, приди. я-то думал. Это... Аня настолько умный агент, что никогда не забывает о задании. Ну не удивила. Почему не удивила? Лайнер большой был! Принцесса Лалай! У нее собственный, по-любому. Принцесса Лорелея? Я до Эдема еще на ней плавала. Такой средненький кораблик. Средненький. Мы в императорской каюте жили, но, на мой взгляд, там было слишком вычурное убранство. Чё? А мы с папой жили в темнице 3-го класса. Я бы со стыда скорее помер, чем в таком прилюдно признался. Да ладно, чё ржёшь? Не а? потрунивай, пожалей бедную простолюдинку. Вот козел, а? Лучше бы А я заткнулся. вот позавчера на вертолете над улицами Мюнхена летал. Ох, и
А я сладким объедался с родителями в бавайском люксовом отеле. Ну и что с того? Я вот папулю попросила, и он устроил мне званый ужин с героиней любви в Берлинте. Гостей было человек 100, рассказывали о съемках, еще и подарков надарили. Вечер я провела просто чудесно. Ух ты, ничего себе, Бекки! Блэкбеллы, конечно, с размахом отдыхают. Не то что обычные люди. Бекки, а расскажи что-нибудь про Рэйчел. Она как в сериале красивая. Познакомь нас, пожалуйста. Спокойно. А? Спокойно. Между прочим, на моем корабле целая сотня крутых шишек плыла. Какие еще крутые шишки? Может, актеры какие-нибудь или певцы? О, а кто там был? Убийцы-террористы. Расскажу, как я слышала, кое-кто даже из-за рубежа. Ого, И наемники. заграничные актеры, везет. Ну чего ты замолчала-то? Хоть скажи, кто? Например, Барнаби Цепножоп собственной персоной. Кто? Кто это? А где снимался? Первый раз слышу. Циркач какой, что ли? Чего, больше никого не было? И еще был дядя Паунман, который слонами управлял. И мистер Шашанма, который быстрее молнии был. Кто-то вообще такие? Ну точно цирк. Вообще, большие злодеи. Ну какие еще злодейки, Аня? На вас пираты, что ли, напали? Ах, мои соболезнования. Только в новостях об этом ничего не передавали. Да, и не Она явно передадут. выдумывает. Ой, точно ведь! Совсем забыла, что нападение агенты решили замести под ковер. Только зря спрашивал. В новостях о таком не скажут. Тому есть особая причина. Про этих опасных злодеев не знают даже власти. Они очень и очень тайные. А все от того, что на самом деле они пришли из глубин морей. Осьминожники! Да, Но переборщила. я герой и не побоялась. Победила злыдни острой штучкой. На самом деле мама. Бекки, так о чем вы с Рэйчел говорили? Познакомь нас с ней. Да, ее позиция Как я смогла защитить мир во всем мире? стремительно падает. Как же я тебе завидую. Познакомь меня с ней. Да. Да уж, ничего себе она выдала. Таких врунишек еще поискать. Хватило ж смелости про пришельцев заявить. Зато за ней весело наблюдать. Что за осьминожки, повелевающие слонами? И не говорите. Ну все, дети по местам. Ребят, вы хорошо провели свои каникулы? Еще как. Учитель, представьте себе, Форджер победила пришельцев-осьминожиков. Ай. Да, ну поздравляю, здорово. Да, ее авторитет упал. Быстро. Молниеносно. Надо было остановиться на каюте 3 класса. Не расстраивайся, Анечка. Нам, людям, свойственно пытаться порой выдать себя не за тех, кем являемся. Ну, она правда Но спасла. это даже хорошо. 2 страны. Главное пытаться приблизиться к этому образу. И тогда ты станешь чудесной леди. Так мне мама говорила. Вот только ты не перебарщивай с ложью, а не то станешь изгоем, прямо как я. Да, не хочется. Я как раз о нем думал. Не хочется упасть за его уровнем. Как давно я тебя не видел! Ах, моя прекрасная сестричка! Вот, гостиниц для тебя. Ура! Я до гроба буду его хранить! Да зачем? Нет уж, съешь до того, как испортится. Тогда я его сфотографирую и каждый день буду любоваться! Вот разорался-то. Я вернулась домой. С возвращением. Ой, что-то случилось в школе, Аня? Да, нечего врать. Хотя она и не врала по факту. Пыталась похвастаться отдыхом, а тебя подняли на смех? А еще обманщицей обозвали. Ой. Я даже немножечко расплакалась. Ой. Но зачем ты вообще врала? Чтобы сработал план Б! Откуда ты про него знаешь? Потому что хотела покрасоваться. Когда врешь, нужно выверять каждое слово, а не то погоришь. Поэтому образ нужно продумывать заранее во всех подробностях. Ага. Не жалей себя. Для начала добавь убедительных деталей, чтобы ложь казалась правдивей. Не забывай приправлять их правдой. Но когда врешь, не бойся. Ясно? Да, ясно. Аня, врать людям нехорошо. Сколько лгунов я повидал. Но все они были настоящим отребьем. Отбросы, от которых стране один вред. Ага. А что я? Я скрываю свою работу, чтобы не навредить сестре.
Во имя нее разрешено все. Девочка очень быстро Должны опускаются только отбросы. повзрослеют. Ну Очень. да, правильно. Лучше просто быть собой и ничего не выдумывать. Да-да. Послушай маму, так ты найдешь намного больше друзей. Ну? О, как они... И все такие, какой я шарлатан. Все про себя думают. И один Бонд. Я постараюсь больше не врать, а то слишком уж это сложно. Слишком сложно. Типа это, нет, не потому что неправильно, а потому что капец сложно. Здорово, здорово, классная серия. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал убийцей авторских прав на Бусти, где я выкладываю все созданные мной серии без всяких ограничений. По скриптам, код GES выкладываю без ограничений на Бусти в открытом доступе. Господи, впервые, если честно, так и прошла эта серия, что я записал только слово «Юрий». И все. Эта серия такая была успокаивающей, знаете, расслабляющей. Знаете, очень приятно разбавлять просмотры. Ну, таких вещей, как «Легенда о Герое Галактики», как «Тетрадь смерти», как «Атака Титанов», вот таким обычным произведением, которое тебя может успокоить, и глаз отдохнет от бешеного количества крови и внутренностей наружу, и смертей от сердечных приступов и так далее, и тому подобное на самом деле. И снова же повторюсь, миллиардный раз повторюсь, вот сейчас подвели нам, между прочим, первая часть этой серии была то, что нас подвели к окончанию этой большой длинной арки, которая составляла из себя, кажется, 4 серии. И снова же хочу сказать по поводу рисовки, по поводу 3D и 2D графики, моря, пейзажи, которые были во время этой арки. Во время этой арки по-любому постарались, очень сильно расстарались художники. Все, кто работал над данными сериями, очень сильно потрудились над этими сериями, потому что, честно, я ловил каждый момент, я ловил каждый кадр. Серьезно. Ну и нам ярко тут продемонстрировали разные... Ну, знаете, в чем дело? Ну, есть такое. Ну, честно уж признаюсь, меня самого за этим ловили, и я вот больше чем уверен, тех, кто смотрит, тоже имеет такой опыт с одной или с другой стороны, когда немножечко можно прихвастнуть, приврать во время отдыха, что да как было. А что? Хочется внимания, детям хочется внимания. Она это сделала ради того, чтобы, продолжить задание. Она должна попасть в дом к Дэмиану. Она должна попасть к нему в дом. Никак не получается. Но Дэмиан на самом деле самый адекватный из них. Хотя там все нормальные, обычное детское положение. Просто у девочки, вот видите... Статус очень сильно бьет и дает о себе знать. Вот подумаешь, она там на Ролелее, или как там этот корабль называется, на нем она проплыла. А мы были в императорском люксе. Ну кто ей поверит? Кто ей поверит, что она спасла целых 2 страны от новой войны? Кто? А она спасла. Вправе гордиться, между прочим. Но, к сожалению, ей никто не поверит. Да и по новостям этого, ясное дело, не скажут. И нам в конце такой сделали маленький экскурс того, как надо врать. Как надо врать. Нужно соврать? Соври, но прибавь правды. Такой разбавь реальными фактами. Потом во время вранья добавь полуложь, полуправду. А не пришельцы, которые управляют слонами. Между прочим, по момент, что это очень тайные бандиты были, это еще могло проканать. Это еще могло прокатить, если там грамотно бы вырулила, но не смогла. Между прочим, она все сильнее и сильнее привлекает внимание Дэмиана. Потому что у Дэмиана к ней есть определенные эмоции все-таки. Даже защищает постоянно ее перед своими друзьяшками.
Ну и под конец снова же повторюсь миллиардный раз, что великолепная серия. Ничего такого особенного не могу сказать, что-то прокомментировать. Вот единственное, хочу, ну, то, что напомнило мне, например, как сказать, вот, например, момент с серфингом, да, момент с серфингом напомнил мне о мультфильме «Лови волну». «Лови волну» про пингвина, который из северного или, кажется, с южного, не помню точно, полюса поехал на Гавайские острова принимать участие в конкурсе на, вот, на серфингах. Вот, честно, мне очень нравится данный мультфильм. Люблю его иногда так парочку моментов посматривать. Ну и все. Дальше, если честно, было просто такая релаксация. Серия это была как релаксация. Повторюсь, это была 10-я серия «Семьи шпиона» 2-го сезона. Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, в группу ВКонтакте и на Бусти, где я выложу данную серию абсолютно без каких-либо ограничений, без маскировок и так далее и тому подобное. Удачи! Увидимся на 11-й серии.